Ну, а мы с вами едем в Маргау. Сейчас уже последнее приготовление. Какие приготовления? Сумки берем, да едем. Ну и так прогуляемся с вами по Маргау. Катя подогнала свой платок. И я завязал. Она говорит, не так. А что не так? Это моя Аленка. Аленушка моя. Да? Угу. Ой, как тебе идет. Вот так вот и езжай. Меня не продуют? Ушки не продуют? Нет, ничего не продует. Вот, оказывается, надо как завязывать. Связать бант. Да. А то, ребята, в шлеме и в шапке голова очень сильно потеет. Сегодня, кстати, жарко. Я посмотрел 35. И это все в тени. Вы представляете, на солнце? Ну, еще, конечно, утро не так жарко. Где-то градусов, наверное, 28-30. Ну, вот так вот комфортно. Так, ну, а наш железный конь нас ждет. Да, до Маргау можно добраться на автобусе. Допустим, из Биталбатима они ходят. С Колвы тоже сходят. Это тоже удобно. Проезд там, по-моему, от нас 10 рупий, от Колвы там 20 рупий. Ну, а мы едем на байке до бусстейшена. Там оставляем байк. И там уже будем бродить по Маргау самостоятельно. По центру на байке ездить не будем, конечно, потому что движение такое крутое. Ну, я бы поехал, но Катя немножко боится, побаивается. Да, если едете в город, то обязательно шлем нужен водителю. Пассажиру не обязательно шлем, потому что нас уже несколько раз останавливали. Самое главное, чтобы был у водителя. Да, и такая вот информация, ребята. Могу сказать, если у кого-то нету прав или что-нибудь. Ну, были случаи, у нас просто даже документы не проверяли. Когда, если вас останавливают, вы просто нагло, даже вот только он поздоровался, вы сразу открываете сумочку и пытаетесь рыться в сумочке. Вот у нас сколько раз было, у меня даже один раз было без прав, я права дома забыл. Начал рыться в сумочек, а он понимает, что у меня все нормально, он говорит, все, окей, езжай дальше. Главное не волноваться, не нервничать, спокойно. Не зря говорят пословица, на море и шапка горит. Так что, если вы уверенно себя чувствуете, то они это видят, и им до вас тоже особо дела нету. Главное, чтобы шлем был. Все, поехали. Платная парковка, да, это получается? Да. Стоимость парковки 20 рублей. Это one day? По день. 12 часов. Так, все, оставили мы нашего железного коня. Здесь город расположен так, что автобусы в любом случае с автовокзала, они все равно проходят по центру города. Сядем на автобус Колва. Ну и там доехать 10 рупий, по-моему, составляет до центра. Колва? Ну вот сядем на этот, более такой новенький автобус. Вот так вот выглядит. Но это реально, это, можно сказать, один из самых новых автобусов, на котором мы ездили. Водитель соединен такой вот перегородкой, дверью. Вот видите, как они созывают? Колва, колва, колва кричать, потому что, ребята, половина индусов, они неграмотные, и у них кондуктор выступает в роли оповещателя, какая остановка, куда автобус. Так, могу еще сказать такую информацию. Впереди, вот видите, вот это здание трехэтажное. За ним одноэтажный рынок, овощной рынок. Так, довольно большой, не довольно, а очень большой. Нормально, мы там были, цены приемлемые, нам понравилось, выбор очень большой. С правой стороны, если спиной стоят к автовокзалу, вот такая одноэтажная будочка, где корова стоит. Фирма Паола осуществляет междугородние рейсы. Две-три минуты, и вы у Канди Маркета. Билет стоит 10 рупий, это ориентир. Центральный парк. Здесь как бы сосредоточено все.
практически все. Это почта, канди-маркет, банкоматов разных всяких, магазинов. Очень много. Ну, можно сказать, вот такое топовое центральное место, откуда можно добраться до любой деревни. Здесь же не обязательно ехать на Абу-стейшн, потому что с одной стороны и со второй останавливаются автобусы. Главное уточнять и правильно сесть в нужный для вас автобус, в нужную для вас деревню. Также может там починить обувь, вы видите. Вот начинается этот рынок. Канди-маркет. Канди-маркет — это как бы крытый рынок, но место это называют, потому что вокруг рынка очень много магазинчиков. Со всем, чем пожелаете. И от вас, конечно, ребята, лайк, колокольчик и подписка. Вот такая штука, которую мы с Катей купили, здесь стоит 700 рупий. Пипец. А мы купили За 350. за 350, сторговались. Так что, ребята, прежде чем... Во-первых, самое главное, это если вы даже заходите на любой рынок, не покупайте в начале рынка, всегда пройдитесь, проценитесь. И Потому самая что, нормальная я вещь... уже перебью тебя. Качество одинаковое, как на рынке, как в таких вот топовых типа магазинах. магазинчиках. Все одно Разница тоже. в чем, что здесь пробивают кассовый чек, и они платят как бы налоги, это в чеке там все отражено, а там вы просто покупаете как бы... Смотрите, какое красивое сари. Да, и вот пройдитесь всегда, приценитесь. И в начале рынка, в начале там магазинчиков никогда не покупайте. Как правило, в конце будет цена наполовину дешевле. Здесь, да, можно было тоже поторговаться. Я думаю, скинули бы они за 400. Ну, я говорю. 1185, А я это за что? 100 купила. Это сари обычная. Сари. 1185. Правильно я говорю? Да, да, да. Вот видите, ребята, а мы купили сари 1000, а мы купили в Джохтпуре За 100 рупий. за 100 рупий Точно, сари. аналогично. И материал, и качество, и просто это 5 метров ткани. А мы вот все ходим и пытаемся найти. А сколько how much? How much? это. No. Вот. Не, а вот это. Так там же написано. 1100. Ну, все, я поняла. Не, так там же А написано. 7,775. Это получается 7. This 7000. 10% discount. 7000. This Georgette. Делайте выводы. Не покупайте сразу, всегда приценивайтесь и видите разницу. 1000 рупий и 100 рупий. Заходим в маркет. Конечно, он здесь такой огромный, столько улочек, что можно запросто просто... Да, потому что мы, кстати, делали обзор этого рынка. Можете спуститься вниз в описание и посмотреть. Ну, это вот все И мы, взрослое. как мы здесь блудили, что получается, мы ходили 3-4 раза по одному месту проходили, потому что реально здесь такие улочки узкие, все много одинаковое, и указателей нету, а рынок большой, и бродишь. Надо сразу идти, всем говорить hello. Катя, такое ощущение, что тебя здесь знают, да? Ну, вполне возможно, они запоминают, они реально запоминают. Вот здесь есть, здесь обмен. Здесь обмен, кстати, неплохой тоже обмен. Кстати, друзья, еще такая информация. Если вы хотите поменять валюту, российские рубли, бумажные, я имею в виду, и любую валюту, то вы можете поменять на канди-маркете. Те, кто вам предлагает менять на пляжах, магазинах, везде, они вам меняют по более низкому курсу, а потом привозят сюда и сдают по нормальному курсу. Курс, как правило, он интересный в УА, он немножко выше, чем от официального курса. Не знаю, с чем это связано, но так оно и есть. Здесь их, честно говоря, много обменников, но вот я знаю 2 таких, которые дают хорошую цену. Ну, я думаю, если вы походите и поспрашиваете, то вы найдете их, потому что точку оставить или место подсказать, ну, это нереально, потому что здесь ничего не указано. Нет ни табличек, ничего. Так, про денежки я вам рассказал, где выгодно поменять. Вот смотрите. Вот это 10-й, шоп 10.
Это самый лучший, вот здесь он меняет, самый лучший обменник на рынке. Если вы найдете вот это вот, то больше можете ничего не искать. Hello. Hello. Пытаюсь все вам рассказать, чтобы ничего не упустить и не забыть. Всей информацией, какой владеем мы, всю донести до вас. Так что, ребята, от нас лайк, от вас, вернее, лайк, колокольчик и подписка. Ну, а мы будем искать, то уже сами немножко приблудились. Смотрите, 3 майки, да? Цена на них 450 рупий. Нам зарядили, видя, как что мы только леди. туристы, я объясняю, мы no турист, но 450. Я говорю, нет, дружище, мы знаем цену, 200 рупий, и каждая майка, он продается за углом. Все, мы только выходить, он бежит с этими майками и отдает нам по 250 ту цену, которую я ему назначил. Так что цена сбрасывайте вдвое, потому что как туристам, потому что изначально эти майки должны быть стоить 1150 рупий, а отдал он нам за 750. Ну, Торгуйтесь, взрослая, он торгуйтесь. говорит 400 рупий, ну а детская типа 300 рупий. Да, не ну, ведите, потому что знаете цену, что здесь майки 250, 350, 350 это уже если супер-пупер. Ну вот мы взяли 3 штуки за 750 рупий, одна где-то $2 примерно, 2 с небольшим доллара. Здесь же на рынке, друзья, есть вот такая вот кафешка, да, кафешка, где можно покушать, но я вижу здесь в основном индусы, так что если кто любит перченое с перцем, то можно туда зайти перекусить, но мы как не очень, мы поедем дома кушать мясо, а если получится, может по возможности креветок купим. Ребята, вот специи карри получается 120. Это паприка, здесь 200 грамм, 120 100 грамм, 60 рупий. Так. Тоже паприка. Это вот для рыбы, для курицы. А сколько тоже- пеппер how much? Это 100 грамм 80. 100 грамм 80 рупий. Ну, очень много приправ. Да, очень так что много. приправы можно здесь тоже найти. Так что вот рекомендуем вот такого вот продавца, если увидите. Заходите, приходите. здесь цены. Друзья, прогулялись мы с вами по рынку Канди Маркет. Людей, как видите, очень много. Немножко вот вырвались на свободу. Мусор убирают. Это вот плюс, что мусор убирают. Тоже вот всякие разные одежды, сувениры, паприки, перцы, халаты. Найти можно здесь реально все. 450. Это дорого. Это дорого. И сколько тебе пресс, друг? Цена этому 200 рупий. Он маленький. Если бы мы не жили на маленький. Гуа, так мы бы не знали цену. Не стесняйтесь, ребята. Если с вами не начали торговаться, то значит цена не соответствует. Вот эту предложили за 200 рупий. Получается где-то около $2,5. Так, ребята, вот такой вот костюм для ребенка. 450 нам скинули за 280. Так, прошу, 250 не хочет отдавать. Так что вот имейте в виду, что в 2 раза можно скидывать цену. Так, ну вот, вышли мы со всей этой движухи. С правой стороны парк. Нет, почта находится на той... Нет, она на той стороне парка. Это нужно пройти через весь парк. Вспомнили, что забыли снять деньги. Идем снимать деньги с карточки. Денежки снимаем в ICC банке. Почему в ICC? Ну, у нас потому что Россельхозбанк. Китайская карта Россельхозбанка. Ей можно пользоваться, снимать деньги. Оплачивать навряд ли у вас получится, но у некоторых оплата проходит. А почему ICC мы снимаем? Потому что в остальных бывают заморочки. Говорят, в Бороде иногда снимали, даже Сергей говорил, что снимал. Вот, давай-ка мы вот сюда, наверное. Тут тоже очень движение. И поэтому мы снимаем в ICC. Сейчас, ребята, мы перейдем как-нибудь
как-нибудь. Давай потихонечку. Зая, со мной. Видите, что движение здесь никто не соблюдает. Поэтому мы стараемся на байке сюда не ездить, потому что здесь так это движуха жесткая. Что по комиссии? Там, по-моему, не по-моему, 300 рупий берется комиссия с 10 тысяч снятия рупий. И плюс Россельхозбанк нам приходит 199 российских рублей. Ну, если я правильно там высчитал, то российскими где-то рублей 300 с 10 тысяч рупий. Это получается комиссия. Катя предложил, увидел вкусняшки, вот такие вот йогурты. Это йогурт или мороженое? Это не ласси. Это вот это ласси, ласси. например. Ласси. Ну, ласси, йогурт, оно как питьевой йогурт. Да, что-то похоже. Не, ну, конечно, ласси вкуснее. Ласси это кефир, йогурт это кефир. Не, ну ласси, конечно, повкуснее. Колбаса наша колбаса, ребятки, сухая наша колбаса. И смотрите, и еще вкусняшки. Вкусняшки. Ну, Катя не соглашается. Вот ребята. Хай. Ребята улыбаются нам. Ну вот, подходим к банкомату. Это Россельхозбанка. Вставляем, вводим код. Нажимаем третье на кэш. Сумма. Пишем сумму. 10 тысяч. Жмем. Сенсор тоже работает. И сейчас пропишет, сколько у нас снимает комиссия. Вот 300 рупий. Соглашаемся с этим. И пошел отсчет бабосиков. Итак, быстрее. Достаем. И, ребятки, мы с бабосиками. Так, вот так вот выглядит банк Айсиси. Да, ребята, тоже такая немаловажная деталь. Я вам скажу, что сейчас снимали деньги. Катя показала вам, как мы сняли 10 тысяч рупий. Это максимальная сумма, которую можно снять. В доллары перевести это где-то 120, наверное, долларов. И еще такой момент. Потом я попробовал снять 1000 рупий. Жаль, что я тоже не снял на камеру, но вам придется поверить на слово. Из 1000 рупий проценты тоже 300 рупий сняли. Так что, ребята, маленькие суммы старайтесь не снимать. Если вы уже снимаете, то снимайте сразу 10 тысяч рупий, потому что все равно вы так платите 300 рупий. Или за то, что 1000 снимете, 300 заплатите. Так что лучше снимайте сразу такие приличные суммы, чтобы не попадать на деньги. Подбираемся к нашему парку, к нашему автобусу. Напомню, сейчас эти автобусы будут идти с деревушек, с пляжей. Они будут идти в сторону бусстейшена, автостанции. А мы, получается, в основном, основная масса людей будет выходить здесь в центре. Ну, а мы, чтобы доехать, мы сядем и за 10-20 рупий проедем, до автостанции, где заберем байк и двинемся домой. Проходя мимо такого черного здания за отелем, не помню как название, Катя увидела пирожное. Катя увидела пирожное, и мы пирожные тортики такие наши европейские. И решила зайти. Ты хочешь визуально поесть или хочешь купить? Я просто хочу сесть и покушать. Насладиться вкусняшками. Даже простые вот сэндвичи, бутерброды, масло, сыр есть. Капучино и то 70. И то дешевле намного, чем мы покупали у нас в кафе. У нас 90 я покупала. Да, короче, я хочу капучино и хочу вот этот вот. Он шоколадный будет, этот не хочу, этот тоже не хочу, этот тоже не хочу. Наверное, вот этот. Либо вот этот, либо вот этот. А ты что будешь? Ну, я бы мороженое вообще, если бы было. Sir, I'm sorry, ice cream. Ice cream? No ice No? cream here. No ice cream. We have just here all this.
Okay. I still you will find after this shop, Что? next shop. Market, да? Not this one, the other one. Variety store. Ну, thank you. Хорошо. Ты тогда заказывай, а я пойду себе мороженое тогда с кашей куплю. И мы посидим, ты попьешь чуть кофе с пирожным. Катя, сейчас точит, вкусно скажи? Она уже сказала, будем в Маргау в следующий раз, обязательно в это кафе. Так что рекомендуем. Она перекусила на 155 рублей, это где-то 1,5-2 доллара. 2 доллара, наверное. 100 долларов. Так вот, зашли ребята на телевизоре, и вот получается этот телевизор, вот эта большая плазма, она стоит 400 с копейками долларов. Вот это стоит 200 с чем-то долларов. А вот это такие вот телевизоры, но там уже есть YouTube, все эти прибамбасы, они стоят 160, по-моему, 8 долларов. Ну, соответственно, те вот, которые поменьше, они то дешевле. Из YouTube тоже они подешевле, там, по-моему, по 130 долларов. Так что цены на бытовую технику здесь такие довольно нормальные. А сколько стиральная машина вот стоит? Вот, получается 430 долларов. А вот это Bosch. Bosch. How much? Дороже. 800 долларов. Bosch, она всегда да? хорошая машина. Ты что, она у нас А это ценится. вот, наверное... А это их, наверное, ФБ. Не знаю, что такое. Ну, кстати, наш, А видите, бушевская, наш канал нас хорошая тоже машина. здесь смотрит. А там наверху еще тут что-то есть. Ну что, пойдем? Кстати, ребята, мы себя даже смотрим в телевизоре. Это мы в Дубае, да? Дубай. Если по стиральным машинам, я не знаю, сколько они у нас сейчас уже стоят. Но когда мы уезжали, наверное, они-то такая же стоимость где-то была. Но в телевизоре я точно знаю, что здесь получается дешевле. Холодильники вообще. Все разрисованы, ну все. Ну зачем? Ну, не знаю, нравится им. Самый крутой холодильник, вот этот, допустим, да? А сколько how much? На доллары 420 долларов. Ну, в принципе, нормально. Не, нормальная цена. Ну, нормальная, да. Вот, прикольненький, смотри. Ну, Такой бошевский, симпатичный. кстати. Тоже бошевский. Бошевский. А это how И much? если вы на диете... Есть замок. Так, это 30 тысяч. Да, закрывать. Чтобы... 360 долларов. А, печь, это печь. Это печь. Это печь, СВЧ печь. Курочку грибы Да. сейчас бы запечь мне. Катя, начались психи. Вот эта СВЧ печь стоит 100 долларов, представляете, ребята? Ну, вы представляете? Ну, мы смотрели такую домой, чтобы купить. И она неплохая, так вижу. Ну, это вообще это... Так, ну давайте кондишн, а кондишн? AC, Оси. AC, LG, this is LG. LG. Угу. Ну, ты какой возьмем, самый крутой. 520 долларов. Ну, а у нас такой. По 1000 долларов. Carrier better Carrier. than Ah. LG. Yeah, Uh-huh. this is better. А, и how much? Тоже Wi-Fi? Yeah, Wi-Fi. Wi-Fi. Built-in Ah, Wi-Fi. 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 А, how Yes. much? У нас Вот у- такие вот интересные машинки, да? У нас Зато она маленькая. Да, компактные, они могут стать в любое место. Вот у нас начали тоже такие вот что-то похожее выпускать. Кстати, бурбан большой. Это, наверное, даже на 7 килограмм. 6,5 А, 6,5. 6.5. 6,5, Heater, да. heater, hot water. Переводим на доллары 280 Меньше. 280 долларов. Ну, это вот тоже такие покруче, конечно. 12 тысяч, это я даже уже так могу Нет, посчитать. эти Это дешевле. получается 130 долларов. Почему-то эти дешевле. А вот эти, они... Нет, ты же посмотри, это же сенсор, там же... Сенсорное управление, таймеры. Ну да, это, конечно, покруче. Катя подсказывает. А эти простые. Ну ладно, побежали по магазину, пойдем Ну, на хочу выход. сказать, что очень так дешево. А вот это вообще картошка фри? Потата фри? Air fry. А how much? Да, где-то около 130-120 долларов. Да. Ну вот такие вот цены, ребята, на бытовую электротехнику. Thank you very much. Have a nice day. Бай-бай. Кстати, ребята, если кому-то нужно этот магазин, он находится в самом центре, недалеко от Канди-маркета, около парка. Ну и вот его координаты, если кому-то понадобится, мало ли. Так что можете воспользоваться. Boot Station? Boot Station, да? Окей. Boot Station, заходим.
Так, ребята, уселись. Катя уселась с индусом. Ну, а я... Ну, а меня вот на водительское место. Заодно покажу, я уже показывал, как выглядит. Здесь вот так вот расположено еще дополнительное место. Вот здесь немного на людей. Такая вот сидушка. И около водителя. Но, правда, нужно прощемиться вот в эти маленький проем. Ну, вот так вот выглядит автобус. Уже неоднократно вам показываю. Вот, друзья, добрались мы до автостанции. Идем мы... Сколько? 10 рупий, 10 рупий. По городу Маргао 10 рупий. Они берут. Так, идем ищем наш байк. Я уже его вижу. С желтыми номерами. Вон он красненький, да? Да, вот он стоит, ждет нас, никуда не делся. Целый день он простоял, прождал. А мы с вами целый день Ходили, прогулялись бродили. по городу Маргао. Купили чая, маечки, посмотрели, сколько стоят телевизоры, стиральная машина, бытовая техника. Сняли деньги. Ну и мы направляемся уже домой. Ну, на этом будем мы заканчивать наше видео. Ребята, не забывайте, от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну, а также не забывайте о поддержке нашего канала, кому интересно. Сможете спускаться по ссылочке внизу. Там есть донаты, карты все. И заранее огромное спасибо. Ну и встретимся в следующем видео. Все, пока-пока. Пока-пока. Ребята, купили еще арбуз, нам дали попробовать. 3 килограмма 150 рупий.